Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапку по кругу, без шва, спицами. В предыдущем видео я вам показывала, как вязать вот такой узор прямым полотном. И на основе этого узора связана шапка. В зависимости от выбора цвета пряжи вы можете связать также мужскую или женскую шапку. Вязала я ее тоже спицами. Расскажу, как делать убавление в резинке 2 на 2. Вот здесь убавление. Вот убавление, вот убавление. Но их практически и незаметно. Как вы понимаете, этим узором в круговую можно вязать свитера, снуды, перчатки, варежки, митенки, носки. Все, что вяжется в круговую, помимо шапок. Удобным для вас методом наберите количество петель, которые делятся на 4 плюс 1 петля, чтобы замкнуть в круг. Вот эта петля будет. И когда мы замкнем в круг, у нас останется количество петель, деленное на 4. Эта петля, вот она. Я буду набирать болгарским зачином, как я его показывала в прошлый раз. Обычная петля, палец переносим и провязываем. Обычная, палец переносим и провязываем. Обычная, палец перенесли и провязали, как обычно. Все дело в расположении большого пальца. Таким образом у нас петля уходит на ту сторону, а если палец переместить, петля впереди. Обычная и переносим. Итак, вы набираете количество петель, которое делится на 4, плюс 1, чтобы замкнуть в круг. Ну вот, набрала я 88 петель плюс 1. Теперь нам нужно кольцо соединить. Для этого вот эту петлю снимем. Перебросим ее на эту спицу. И одну через другую. И вернем обратно, чтобы было удобно. Вот, а теперь эту спицу вытягиваем и будем вязать. Вяжем
Опять резинкой 2 к 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые, 2 изнаночные. То есть мы с вами вяжем резинку 2 к 2. И так вяжем по кругу. Итак, мы с вами закончили первый ряд. Вяжем второй ряд. Его мы вяжем по рисунку, то есть так, как расположены петли. Вот 2 лицевые, значит, провязываем лицевыми. Дальше 2 изнаночные. Провязываем изнаночными. Опять 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем второй ряд по кругу до конца. Вяжем третий ряд. Третий ряд тоже вяжем по рисунку, как расположены петли. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд тоже вяжем по рисунку. То есть над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные. Над лицевыми лицевые 2, над 2 изнаночными 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем пятый ряд. Для этого берем нить другого цвета. И вот где у нас лицевые петли, вот 2 лицевые, мы их снимаем. Нить за работой. А эти 2 изнаночные провязываем лицевыми. Опять 2 лицевые снимаем, нить за работой, а эти 2 изнаночные провязываем лицевыми. 2 снимаем лицевых, нить за работой. Изнаночные провязываем лицевыми. 2 петли снимаем, нить за работой. 2 петли провязываем лицевыми. И так вяжем по кругу. Вот эти 2 первые петли, не забудьте, вот здесь вот у нас хвостик должен остаться. Нить за работой. Итак, вяжем пятый ряд. Заканчиваю я пятый ряд. Вот у меня 2 лицевые я переснимаю, а изнаночные провязываю лицевыми. Так, эту нитку мы оставили. И переходим к 6-му ряду. Нити мы перекрутили здесь. Опять 2 лицевые снимаем, нить за работой. А эти 2 провязываем лицевыми.
хвостик подтянуть. Опять 2 лицевые снимаем, нить за работой. Эти 2 провязываем лицевыми. 2 лицевые снимаем, нить за работой, и 2 петли лицевыми. 2 снимаем, 2 лицевые. И так вяжем по кругу. Заканчиваем 6-й ряд. 2 петли снимаем, 2 лицевые. И переходим к 7-му ряду. 7-й ряд вяжем так. Все петли лицевые. И так вяжем по кругу. Вяжем 8-й ряд. Вот здесь у нас были лицевые петли. Значит, над ними мы вяжем изнаночные. А вот здесь у нас были изнаночные, над ними вяжем лицевые. Здесь были лицевые, значит, вяжем изнаночные. 2 лицевые, здесь изнаночные. 2 лицевые, вот здесь изнанка была, а здесь лицевые, значит, вяжем изнаночные. Просто вяжите 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем 9-й ряд. 9-й ряд вяжем по рисунку, то есть так, как на вас смотрят петли. Вот 2 изнаночные петли. Значит, мы их будем вязать изнаночными. Две лицевые, значит, вяжем лицевыми. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. И так вяжем по кругу. Вот у нас изнаночные, значит, мы их провяжем изнаночными. Лицевые, значит, вяжем лицевыми. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. И так вяжем тоже по кругу. Вяжем 11-й ряд. В 11-м ряду мы должны взять нить другого цвета. Вот я взяла розовую. Потом мы хвосты тут перекрутим. Вяжем 11-й ряд.
Значит, вот здесь у нас изнаночные петли. Над ними мы будем вязать лицевые. А лицевые петли будем снимать. Нить за работой. Над изнаночными вяжем лицевые. А эти петли лицевые снимаем. Нить за работой. Опять лицевые. 2 петли снимаем, нить за работой. Над изнаночными вяжем лицевые, а лицевые снимаем. И так вяжем по кругу 11 ряд. Заканчиваем 11 ряд. Над изнаночными вяжем лицевые. 2 петли снимаем. И переходим к 12 ряду. 12 ряд вяжем точно так же. Лицевые провязываем. А эти 2 петли снимаем. Нить за работой. Эти петли провязываем лицевыми. 2 петли снимаем. Лицевыми. 2 петли снимаем. И так вяжем по кругу. Вяжем 13 ряд. Все петли лицевые. И так вяжем по кругу. Вяжем 14 ряд. Вот здесь у нас изнаночные петли. Значит, над ними мы провязываем лицевые. А вот здесь у нас шли лицевые. Значит, над ними вяжем изнаночные. Две лицевые. Здесь будет 2 изнаночные. Лицевые. А здесь будет 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем 15 ряд. Вяжем по рисунку. То есть над лицевыми вяжем лицевые петли. Над изнаночными вяжем изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем последний 16 ряд. Вяжем по рисунку. То есть над лицевыми вяжем лицевые петли. Над изнаночными вяжем изнаночные. 2
2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Все, мы с вами закончили раппорт. То есть в высоту 16 рядов. Дальше 17 ряд вы можете вязать либо таким цветом, либо таким, либо вообще какой-то другой цвет взять. И будете вязать 17 ряд, как 5. Здесь я вязала прямым полотном. Вот он. И смотрите, здесь спицы были у меня меньше номера, и он не так выпуклый. А здесь уже и пряжа толще, и спицы потолще, и уже вот такой выпуклый узор. Все, дальше вы вяжете шапку на высоту. И потом идете на убавление. Ну вот, связала я на свою высоту шапки. Вот на этот манекен. Он у меня 38 размер, окружность головы. Значит, у меня, я уже запомнила наизусть, высота шапки 8 сантиметров. Это высота. То есть то, что идет по прямой. Теперь мы должны делать сужение. Вот смотрите. Вот эту часть, красную, я вязала, так, чтобы видно было, с 1 по 4 ряд. Так. Вот эту часть бирюзовую вязала с 5 по 10 ряд. То есть 6 рядов. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розовую часть с 11 по 16 ряд. Желтую опять вязала с 5 по 10 ряд. Вот эту яркую малиновую с 11 по 16 ряд повторяла. И сейчас я вяжу опять бирюзовую с 5 по 10 ряд. Но 2 ряда я здесь не довязала. То есть я связала здесь 5, 6, 7 и 8. А 9 и 10 не связала. Здесь будет конкретная резинка. И здесь мы будем в 2 рядах убавлять. То есть в 9 ряду и в 10. Потому что практически узора здесь нет. Здесь резинка идет. Вот здесь можно убавлять. Если вы остановитесь вот в этой части, то вам нужно провязать 11, 12, 13, 14 ряды, а в 15 и 16 делать убавление. Значит, если вы будете здесь делать убавление, у вас на узор не повлияет. Ну, теперь будем делать убавление. Для удобства вязания я перешла на чулочно-носочные спицы. Это первое. Второе. Здесь я отметила начало кругового ряда, потому что хвосты мне
низко, их не всегда можно заметить. Теперь мы должны сделать убавление. Вот я провязала, сколько мне нужно в высоту, и теперь нужно убавлять. Провязала я от узора 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И остается мне провязать еще 2 ряда. 1 и 2. Но мне нужно сделать убавление. Как буду делать я убавление в резинке? Значит, я покажу, как делаю я, а вы уже смотрите сами, так вам делать или нет. Значит, в моем убавлении убавляется за один раз сразу 4 петли. 4 петли. Имейте это в виду. Для чего? Чтобы правильно рассчитать, через сколько петель и сколько вам делать убавление. Значит, я буду делать убавление один раз на одной спице, один раз на другой, на третьей и на четвертой. Всего у меня убавится 16 петель за один раз. Можно убавить, допустим, 8 петель. То есть убавляете на одной спице, эту пропускаете и убавляете на другой спице. Тогда у вас получится, вы убавите 8 петель. Значит, как я делаю убавление? Вначале провяжем 2 лицевых, допустим, 2 изнаночных, еще 2 лицевых, 2 изнаночных. Теперь берем спицу того же номера, что и здесь, и снимаем 4 петли на нее и укладываем сзади вот так параллельно этой спице. И теперь мы провязываем эту лицевую и эту лицевую одной лицевой. Вот так совмещаем по мере возможности. И вот эти 2 петли с дополнительной и с основной провязываем вместе лицевой. И снимаем их. Следующие 2 петли тоже лицевые, тоже их провязываем вот с одной спицы и со второй. И снимаем. Дальше идут 2 изнаночные. Значит, вы со второй и с первой провязываете изнаночную. И снимаем, аккуратно снимаем. И последние 2 петли провязываем изнаночной. И снимаем. Все, мы сделали убавление. Вот я считаю, что это убавление самое лучшее. В резинке 2 к 2. Точно так же можно делать и в резинке 1 к 1. Дальше вяжем по рисунку. Давайте я вам еще один раз покажу, как делать убавление.
Лучше всего начинать убавление, когда лицевые петли. Перед изнаночными смотреться не будет. Вот здесь убавление красиво лежит, а с изнаночными будет не очень. Поэтому лучше начинайте, когда лицевые, вот крайние. Значит, опять снимаем 4 петли. И эту спицу дополнительную заводим сзади. И постарайтесь вот петли вот так совместить. Вот, поближе одна к другой. И теперь провязываем лицевую с основной спицы и лицевую с дополнительной вместе. Так, провязали, сбросили. Опять лицевую отсюда и лицевую отсюда. Провязали, сбросили. Так, и теперь нам надо провязать 2 изнаночные вместе. Берем со второй спицы и с первой провязываем изнаночный, аккуратно сбрасываем и вторую точно так же. И провязываем. Вот таким образом убавляется резинка 2 к 2. По крайней мере, мне этот метод больше всего понравился. Значит, довяжете один ряд, а потом вяжем по рисунку. Ну вот, убавила я на всех 4 спицах. Вот 1, 2, 3, 4. 4 убавления сделала. То есть я убавила 16 петель. В предпоследнем ряду раппорта. Дальше вяжем по рисунку последний ряд раппорта. Вот смотрите, что резинка у нас не сбилась. Вот здесь мы убавление делали, все у нас идет по плану, по узору. Все, дальше рассчитывайте и думайте, через сколько рядов и через сколько раппортов вам делать убавление. Ну вот, провязала я последний ряд, и теперь перехожу к нити другого цвета. И вяжем, как обычно, узор. То есть 2 петли снимаем, 2 изнаночные провязываем лицевыми. 2 петли снимаем, нить за работой. 2 петли провязываем лицевыми. И так вяжем по кругу. Значит, я надеюсь, что вы поняли, что вот это убавление делается в предпоследнем ряду того цвета, которым вы вяжете. А последний ряд просто провяжете по узору. Значит, вот я убавила на каждой спице по 4 петли. Вот 1, 2, 3, 4. На следующей спице 1, 2, 3, 4. Значит, всего я убавила 16 петель. Поэтому вы внимательно сделайте расчет и посмотрите, сколько
петель и через сколько рядов вам убавлять. Ну вот, закончила я вязать шапку. Вот такая она получилась. Вот макушка. Я макушку уже не стала показывать, как я заканчивала. Я просто убавила резинку, сделала убавление. Вот как здесь. И иголкой петли стянула и нитку туда внутрь. Что еще хотела сказать? Вот здесь проходит шов, по идее. Здесь я соединяла. Я нитки перестала перекручивать, иначе они выходили наружу. Я их просто обрезала. И этот обрезала цвет. И этот каждый цвет обрезала и там внутри связывала. Иначе бы, как я уже сказала, вся эта перекрутка видна была бы. А так ее не видно. Как вы понимаете, что в зависимости от выбора цвета пряжи можно связать шапку таким узором, как на мужчину, так и на женщину. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.